«Еще одна жизнь уходит», — едва слышно произнес Виктор, катя тяжелую металлическую каталку по вытянутому коридору крематория в Нортгрейв-холле. Холодные бежевые стены, освещенные редкими желтыми лампами, отражали глухой стук колес, и в пустоте этот звук возвращался эхом, словно шаги кого-то невидимого. На каталке стоял простой гроб с телом женщины по имени Элеонора Блейк. Ей было 68 лет, и по документам причиной смерти значился внезапный инфаркт. Бумаги были оформлены частным ритуальным агентством, все выглядело безупречно формально и обыденно. Но что-то не давало Виктору покоя. Ни одного родственника, ни венка, ни записки с прощальными словами. Обычно всегда находился хоть кто-то — брат, старая подруга, сосед. Здесь же абсолютная пустота, словно от женщины старались избавиться как можно быстрее. Даже имя на металлической табличке было выгравировано неровно, будто работу делали в спешке. Следуя инструкции, Виктор начал откручивать металлические ручки гроба, затем открыл крышку, чтобы проверить одежду покойной на наличие предметов, запрещенных к кремации. Его взгляд задержался на лице Элеоноры. Она выглядела не мертвой, а спящей. Кожа сохраняла теплый оттенок, на щеках угадывался слабый румянец. Тяжело вздохнув, он аккуратно поправил руку женщины и уже собирался закрыть крышку, как заметил странную неровность под подкладкой платья. Он осторожно потянул ткань и вытащил аккуратно сложенный лист бумаги. Сердце резко ускорило ритм. Это была записка. Выцветшими, дрожащими буквами там было написано «Пожалуйста, не сжигайте меня». Виктор застыл. Он перечитал фразу снова и снова, надеясь, что глаза его обманывают. Но слова не исчезали. Пальцы начали дрожать. Он посмотрел на лицо женщины, затем снова на бумагу. В этот момент его осенило. Одна из рук Элеоноры лежала иначе, чем он оставил ее минуту назад. Виктор медленно протянул руку к ее запястью и нащупал слабый, но отчетливый пульс. Он вскрикнул, резко захлопнул крышку гроба и отшатнулся. Мир на мгновение поплыл. Он только что чуть не отправил живого человека в печь. Судорожно вытащив телефон, он попытался вызвать скорую, но экран высветил «нет сети». Толстые бетонные стены не пропускали сигнал. Нужно было срочно выйти наружу. Выбегая во двор, он услышал яростные удары в главный вход. За дверью стоял запыхавшийся молодой парень. «Скажите, вы еще не кремировали Элеонору Блейк? Это моя мама!» — выкрикнул он. Виктор остолбенел. «Кто вы?» — выдавил он. «Майкл. Майкл Блейк. Я ее сын. Скажите, что она еще здесь!» Голос парня дрожал от ужаса. Виктор колебался. В документах черным по белому было написано «Родственников нет». Но в глазах Майкла было такое отчаяние, что сомнения начали рушиться. «Вы нашли записку?» — почти беззвучно спросил он. Эти слова расставили все по местам. Виктор молча взял Майкла за руку и повел в техническое помещение, где стоял гроб. Элеонора уже начала шевелиться. Майкл подбежал, опустился на колени и прошептал: «Мама, мама, ты жива? Майкл, где я?» — с трудом выговорила она. Виктор наблюдал за происходящим, не в силах пошевелиться. Он понимал, это не совпадение, а нечто куда более страшное. Он знал, что если правда всплывет, его уволят, возможно, привлекут к ответственности. Но оставить все как есть он не мог. Он спрятал Элеонору и Майкла в старом складском помещении, куда персонал почти не заходил. Когда начальник явился с проверкой, Виктор солгал, сказав, что прах уже передан агентству. Впервые за много лет он нарушил правила, но впервые был уверен, что поступает правильно. Позже, уже в доме Майкла, Элеонора рассказала, что произошло на самом деле. Когда-то у нее было 2 родных детей — Кевин и Лора. С годами они стали жесткими и алчными.
Все, что Элеонора создала, ее ювелирный магазин, накопления, связи, они воспринимали как свое наследство еще при ее жизни. Со временем угрозы и унижения стали привычными. Однажды они предложили поехать вместе отдохнуть. Элеонора поверила, решив, что это попытка наладить отношения. Но утром обнаружила, что дети улетели без нее, заперев ее в доме и оставив записку. «Тебе нужен покой, мы вернемся позже». Несколько дней она провела без еды и воды. Когда же выбралась за продуктами, у ее машины лопнуло колесо. Именно тогда она встретила Майкла, худого 9-летнего мальчика, который предложил помочь. Они вместе сменили колесо, Элеонора угостила его шоколадом, а позже узнала, что он живет на улице. В его взгляде не было корысти, только искренность. Со временем она забрала его к себе, оформила опеку, а затем усыновила. Впервые за долгие годы ее дом наполнился теплом. Майкл рос внимательным, трудолюбивым, мечтал учиться и помогать. Он стал для нее настоящим сыном. В отличие от Кевина и Лоры, которые лишь требовали деньги и устраивали сцены. Когда Майклу исполнилось 17, он начал работать в ее магазине и показал себя честным и ответственным. Это окончательно лишило старших детей контроля. За год до совершеннолетия Майкла Элеонора стала для них помехой. Тогда Кевин подмешал яд в ее еду, и она впала в глубокое бессознательное состояние. В больнице они подписали документы и добились отключения аппаратуры, заявив, что такова ее воля. Затем оформили кремацию, чтобы не осталось следов. Но Майкл все понял и успел спрятать записку в ее одежде. Эти слова спасли ей жизнь. Виктор слушал, не веря услышанному. Он помог им исчезнуть. Со временем стал их союзником. Именно он установил скрытые камеры в доме предателей. И в день, когда Кевин и Лора решили публично объявить себя новыми владельцами бизнеса, зал был полон. Они говорили уверенно, наслаждаясь властью, но двери распахнулись, и вошел Майкл, высокий, спокойный, уверенный. «Вы больше ничем не владеете», — сказал он. «И знаете почему? Потому что моя мама жива». Повисла тишина. Затем на экране появились записи, где Кевин и Лора хладнокровно обсуждают отравление, отключение аппаратуры и планы избавиться от Майкла. Люди в зале ахнули. Через мгновение вошла Элеонора. Седая, уставшая, но сильная. «Как вы могли?» — произнесла она. «Я отдала вам всю жизнь, а вы решили забрать ее. Полиция уже ждала. Их увели под крики и оправдания. Прошли годы. Майкл вырос, создал семью. Элеонора прожила до 97 лет, и когда пришло ее время, он похоронил ее под старым кленом в саду, где они когда-то впервые пили чай вместе. На камне было высечено: «Здесь покоится женщина, которую любили не по крови, а по сердцу». Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.